Привет, друзья! Сегодня мы отправимся в удивительное путешествие в глубину веков, в самое сердце Южного Пакистана, где в знойных пустынях Синда скрывается один из величайших археологических памятников человечества – Мохенджо-Даро. Этот город, которому более 4000 лет, был жемчужиной цивилизации долины Инда, одной из древнейших и самых загадочных культур в истории. Мохенджо-Даро – это не просто руины, это загадка, которая до сих пор ставит в тупик ученых, археологов и исследователей. Что произошло с этим высокоразвитым городом? Почему он исчез так внезапно? И что за странные следы катастрофы, включая стекловидные камни и скелеты, найденные на его улицах, намекают на нечто ужасающее? Давайте разберемся шаг за шагом и попробуем проникнуть в тайну Мохенджо-Даро. Начнем с того, что делает Мохенджо-Даро таким уникальным. Представьте себе, около 2600 года до нашей эры, когда большинство мировых культур только начинали свой путь, в долине реки Инд уже существовал город, который по уровню развития мог соперничать с современными мегаполисами своего времени. Мохенджо-Даро, что в переводе с синдхи означает «холм мертвых», был тщательно спланирован. Его улицы пересекались под прямыми углами, образуя почти идеальную сетку, как в современных городах. Здания строились из обожженного кирпича стандартного размера. Это был настоящий инженерный прорыв для той эпохи. Но что действительно поражает – это инфраструктура. В Мохенджо-Даро была одна из самых передовых систем канализации в древнем мире. Дома, даже самые скромные, подключались к подземным сточным каналам, которые выводили отходы за пределы города. Это не просто дренаж, а сложная система с инспекционными колодцами и уклоном для естественного стока воды. Подумайте, в то время, когда в Европе люди жили в хижинах, здесь уже заботились о санитарии на уровне, который мы ассоциируем с гораздо более поздними цивилизациями. Еще одной жемчужиной города была Великая баня. Огромное сооружение, которое, вероятно, имело не только практическое, но и духовное значение. Это прямоугольный бассейн, выложенный кирпичом и покрытый битумом для водонепроницаемости. Размеры впечатляют: 12 метров в длину, 7 метров в ширину и почти 2,5 метра в глубину. Ученые считают, что Великая баня могла использоваться для ритуальных омовений, что указывает на сложную религиозную или социальную систему. Но вот вопрос: как люди, не имевшие современных инструментов, смогли построить такое? И зачем? Интересно, что Мохенджо-Даро не был изолированным городом. Он был частью огромной цивилизации долины Инда, которая включала сотни поселений, таких как Хараппа, Лодхал и Дхолавира. Эти города торговали с Месопотамией, поставляя туда хлопок, драгоценные камни и даже, возможно, идеи. Найденные в Мохенджо-Даро печати с письменами, до сих пор не расшифрованными, говорят о сложной бюрократии и, возможно, письменности. Но, несмотря на все эти достижения, около 1900 года до нашей эры цивилизация начала угасать, а Мохенджо-Даро был заброшен. И вот тут начинается самая интригующая часть. Когда в 1920-х годах археологи впервые начали раскопки Мохенджо-Даро, они столкнулись с находками, которые вызвали больше вопросов, чем ответов. На улицах города были обнаружены скелеты, десятки человеческих останков, лежащих в неестественных позах. Некоторые из них, казалось, застыли в момент бегства, словно пытались укрыться от чего-то ужасного. Что особенно странно, тела не были захоронены. На костях не нашли следов насилия или травм, а некоторые скелеты лежали парами, как будто люди держались за руки в последние мгновения. Это наводит на мысль о внезапной катастрофе, которая застала жителей врасплох. Но самая загадочная находка – это следы витрификации, то есть плавление камня и песка, превратившихся в стекло. В некоторых частях города кирпичи и почва выглядели так, будто подверглись воздействию экстремально высоких температур, выше 1500 градусов Цельсия. Это не просто пожар, потому что обычный огонь, даже самый сильный, не способен расплавить кирпич до стекловидного состояния. Более того, в регионе Мохенджо-Даро нет следов вулканической активности, которая могла бы объяснить такие температуры. Так что же произошло? Здесь мы подходим к одной из самых смелых и спорных гипотез. А что, если Мохенджо-Даро стал жертвой древнего ядерного взрыва? Да, звучит как сюжет фантастического фильма, но давайте разберем, почему эта идея вообще появилась. В
Впервые эту теорию предложили в середине 20 века, когда ученые начали сравнивать находки в Мохенджо-Даро с последствиями ядерных испытаний. Например, во время испытаний в пустыне Невада-песок под воздействием ядерного взрыва превращался в зеленоватое стекло, очень похожее на то, что нашли в Пакистане. Кроме того, некоторые скелеты в Мохенджо-Даро, по слухам, показывали повышенный уровень радиации, хотя эти данные остаются неподтвержденными и крайне спорными. Сторонники этой теории также указывают на древние индийские тексты, такие как Махабхарата и Рамаяна. В этих эпосах описываются битвы с использованием оружия, которое вызывает ослепляющие вспышки, испепеляет целые армии и оставляет землю бесплодной на годы. Например, в Махабхарате упоминается оружие под названием брахмастра, которое по описаниям напоминает ядерный взрыв. Яркий свет, жар, уничтожающий все живое, и даже последующая болезнь, похожая на радиационное отравление. Неужели древние тексты сохранили память о реальной катастрофе? Однако ученые-скептики, и их большинство, относятся к этой гипотезе с большим сомнением. Во-первых, нет убедительных доказательств повышенной радиации в Мохенджо-Даро. Современные исследования не подтверждают наличие радиоактивных изотопов в почве или останках. Во-вторых, витрификация могла быть вызвана другими процессами. Например, некоторые археологи предполагают, что это результат работы древних печей для обжига керамики или металлов, которые могли случайно достичь экстремальных температур. Но даже эта теория не объясняет, почему стекловидные материалы найдены в разных частях города, а не в одном месте. Давайте на минуту отойдем от ядерной гипотезы и рассмотрим другие возможные причины гибели Мохенджо-Даро. Одна из самых популярных теорий – это экологическая катастрофа. Цивилизация долины Инда зависела от реки Инд и ее притоков, которые обеспечивали плодородные земли для сельского хозяйства. Но геологические исследования показывают, что около 2000 года до нашей эры регион начал испытывать изменения климата. Муссоны, от которых зависели урожаи, стали менее предсказуемыми, а река Инд, возможно, изменила русло, оставив города без воды. Это могло привести к голоду, миграции и постепенному упадку. Но теория изменения климата не объясняет внезапность катастрофы, о которой говорят скелеты и следы витрификации. Если люди просто ушли из-за засухи, почему на улицах остались тела? И почему город не был разграблен или перестроен, как это часто бывало с заброшенными поселениями? Другая гипотеза – это эпидемия. Некоторые ученые предполагают, что Мохенджо-Даро мог стать жертвой смертельной болезни, которая выкосила население. Однако на костях не найдено следов, характерных для массовых инфекций, таких как чума или оспа. Кроме того, эпидемия не объясняет физические разрушения и стекловидные камни. Есть и теория о внешнем вторжении. Некоторые археологи связывают упадок цивилизации долины Инда с приходом индоарийских племен, которые, возможно, принесли с собой новую культуру и разрушили старые города. Но в Мохенджо-Даро нет следов массовых разрушений, характерных для военных набегов, таких как сгоревшие стены или оружие. Скелеты не показывают признаков насильственной смерти, что делает эту теорию маловероятной. Теперь давайте попробуем взглянуть на проблему шире. Что если гибель Мохенджо-Даро была вызвана сочетанием факторов? Представьте, изменение климата ослабило экономику города, сделав его уязвимым. Затем, возможно, произошла какая-то локальная катастрофа, например, мощный пожар или даже метеоритный удар, который вызвал высокие температуры и объясняет витрификацию. Метеоритная теория, кстати, не так уж фантастична. Небольшие метеориты могут создавать локальные взрывы с температурами, достаточными для плавления камня, но без долгосрочной радиации. Проблема в том, что кратеров или других следов метеоритного удара в районе Мохенджо-Даро не найдено. А может быть, мы смотрим на это слишком рационально? Что если Мохенджо-Даро стал жертвой чего-то, что мы пока не можем объяснить? В конце концов, цивилизация долины Инда оставила нам письменность, которую мы до сих пор не расшифровали. Возможно, в этих текстах скрыты подсказки о том, что произошло. Или, как любят говорить сторонники альтернативных теорий, эта цивилизация обладала технологиями, которые мы недооцениваем. Например, строительные материалы для Мохенджо-Даро привозили издалека, за десятки и сотни километров, без использования колесной техники или тягловых животных, насколько мы знаем. Как они это делали? И почему так тщательно стандартизировали кирпичи? Подводя итог, Мохенджо-Даро остается одной из величайших загадок истории.
Это город, который опередил свое время, но был стерт с лица Земли событием, которое мы до сих пор не можем понять. Ядерный взрыв, метеорит, экологическая катастрофа или что-то совершенно иное. Каждая теория имеет свои сильные и слабые стороны. Но, возможно, именно эта неопределенность делает Мохенджо-Даро таким притягательным. Это напоминание о том, как хрупки человеческие цивилизации и как много тайн еще скрыто в песках прошлого. Что вы думаете? Какая теория кажется вам наиболее правдоподобной? Или, может быть, у вас есть своя идея о том, что могло уничтожить Мохенджо-Даро? Напишите в комментариях, давайте обсудим. И если вам понравилось это глубокое погружение в тайны древних цивилизаций, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А пока, до встречи в следующей загадке истории.